А перед началом ролика советую подписаться на канал Diamond Chopper. Парень снимает отличные ролики с тематикой Plants with Zombie Heroes. Практически каждый день он снимает прохождения и головоломки, а также тестирует различные колоды и показывает нарезки со своих стримов. Советую всем подписаться на него, чтобы расширить наше и так небольшое комьюнити по Plants with Zombie Heroes. Я уже подписался. Теперь же переходим к сути видео. Я вам покажу и расскажу о самых сильных колодах для каждого персонажа, для каждого героя в Plants with Zombie Heroes от популярного ютубера FryEmUp. Я бы даже сказал, это самый популярный ютубер, самый известный в комьюнити ПВЗ героя, который, собственно, имеет опыт огромный. И я сам лично проверял все его колоды и могу сказать тоже, какие из них слабее, какие сильнее и какие прям, супер. Поэтому сейчас Фрай будет показывать колоды, а я буду комментировать. Вот. Начнем. Итак, начнем мы с агро-колоды на зеленую тень. Эта колода использует горохи в основном. И также парочку заклинаний, бананозавра и прочие карты. Эта колода очень сильная достаточно. Легкое в освоении, то есть просто ставите миньонов, они атакуют, быстро убивают. И заканчиваете либо легендаркой за 5, пулемет горохострел, либо заклинанием за 4, который наносит бонусную атаку. Также у вас есть рикошет, который поможет освободить линию и тоже нанести урон. Переходим к следующей колоде. Вторая колода — это колода бобов, которая использует бобов, получается, а не горох, как видно из названия. Также быстро может убить и помогает контролить благодаря определенным картам, типа банана, либо питая. Следующий герой — это орех в доспехах и его контроль колода. Как видите, как тоже видно из названия, это логично, колода имеет контроль карты и, собственно, выигрывает просто на контроле. Убивать агротул, выживать и завершать заклинанием за 9, которое в теории, если будет все 3 линии свободны, можно нести целых 18 урона, то есть практически залеталить. Вот. Ничего сложного в этой колоде по сути нет, просто терпите, убивайте максимально, но тоже бездумно растрачивать ресурсы не стоит, надо следить за картами. Вторая колода на ореха — это хил колода, то бишь, которая имеет комбу с ландшафтом, вот как показывает Фрай, и не помню, как называется растение, он за 4, в общем. Наносит урон от того, насколько вы восстанавливаетесь. По сути, тоже просто выживаете, либо впитываете урон и потом завершаете этим растением. То есть оно ударяет, хилится, еще раз ударяет, и вот так вот бесконечно, пока либо не сработает блок, либо у вас не будет full хп. Эта колода немного посложнее, потому что имеет недостатки, комбо тоже не всегда можно реализовать. Следующая колода на бабаха, Dina Roots New. И он, по сути, тоже простая, просто ставите драконов и берете карты, и получается ваши драконы бафуются. Тоже есть контроль карты парочка, там уничтожать накробие, щиты в виде стена ореха доисторического. И, по сути, очевидно, заклинание за 2 маны, которое наносит 3 урона, тоже всегда нужно. И пара темповых карт, вроде цветочка 1, 2, 2, или Иван-чая, который тоже помогает по темпу, там выгодно разменяться и прочее. В целом колода не очень сильная, потому что любая агрота вас разнесет, а против контроля вы вряд ли выживете, потому что они тоже будут убивать все ваши растения. Теперь переходим к колодам капусты, банана-чай. В общем, называют его по-разному, но переходим к сути. Пара слов про колоду, она очень сильная. На мой взгляд, я ей брал немало рангов. Она очень быстро темпится. Благодаря скиллам капуста она еще и помогает удержать стол, разменяться и также закончить вот следующими картами. В общем, колоду советую для повышения рейтинга, очень хорошо идет. И ничего сложного. Вторая колода — это колода Пиканалита. Тоже, по сути, процесс очень простой. Вы превращаете хп ваших растений или динозавров в урон. То бишь, некоторые у вас растения так имеют, вон орех за 3 маны 4-4, а остальные просто бафаете хп и они убивают. Тоже очень просто, но опять же агрота может вас спушить и вы не успеете провернуть свое комбо. Также на всякий случай тут стоит мох, который в случае чего тоже помогает закончить, потому что это оп-карта для капусты. Теперь перейдем к колодам на розу. У нас мид роза, то бишь контроль тоже. Мне на самом деле эта колода не очень нравится, потому что она слабенькая.
легко контрить. Также агротой. По сути, ответки... Если, конечно, вам повезет, вы можете заклинанием ответить, либо ландшафтом, но в целом оно не представляет сильного ответа агроте. Ну и типа космический авокадо я вообще не понимаю, зачем он сюда положил. То бишь, потому что это как бы агрокарта, а у него тут особо агроты-то нет, да и на ландшафте она ничем полезным не даст. В общем, мне не нравится эта колода, не советую. Теперь идут колоды на вспышку на солнце. Тут у нас колода с клонасами и маликопустой. То бишь на эволюции, на превращение всех клонасов. Как видите, куча спама. За 1, за 0, за 2. И для того, чтобы быстро занять стол и всех превратить в клонасов, а потом эволюционировать. Также тут присутствует астрокада для поддержки и агроты. Пара спылов и кукурузная пушка. Тоже для контроля. Колода на самом деле не самая в лучшей вариативности. Есть варианты других игроков и стримеров, которые мне больше нравятся. Следующая агроколода на вспышку. Все агроколоды примерно одинаковые. Обязательно нужно иметь короля тыквенного, старейшину, космояблоко и, конечно же, астрокада. Это как бы костяк колоды, который обязательно нужен, чтобы выигрывать, быстро пушить и так далее. Конечно, можно провести пару замен бюджетных, если у вас нет, допустим, астрокада, но рекомендую использовать именно такую вариацию колоды. Теперь у нас колода зубастила, агрота тоже, плюс луковые колечки. Это очень хорошее сочетание, учитывая какие тут карты. И луковые колечки это не основная карта, то есть не надо прям ждать ее и так далее, драфтить. Это просто карта, которая поможет вам выиграть. Основная, естественно, тут тактика пуша. Ставите карты, пушите. На стартовой руке всегда должны быть короли тыквенные. Остальное уже не важно. Колода хорошая, рекомендую. Следующая контроль колода на хиле от зубастила. Тут есть все растения, чтобы и спушить, и отхилиться, и жить. Это достаточно вариативная колода. Но в целом она достаточно хорошо себя показывает. Также против агроты много всяких примочек и скиллов, и растений, поэтому можно и поднимать тоже, всем советую. Но все равно немного трудноватое в освоении. Тут нужно знать, когда что вовремя применить и какой колодой играет соперник. Теперь цитрон и его контроль колода. В этой колоде очень много растений, нацеленных против агроты. Но в основном, в принципе, все тут растения против агроты. Я вот попадался, но все равно бывает, что не хватает либо допушить, либо те же комбо-колоды выигрывают. Поэтому, да, выглядит прикольно, типа много растений хороших, и кактус там, и орех незабудка, и питая, но в целом колода, ну или может я как-то не так играл, либо соперники попадались, она показалась достаточно слабо. Поэтому не советую. Также у Цитрона есть колода на пек-аналите, собственно, как у капусты. Тактика, по сути, точно такая же. Бафаете растения, ставите пик-аналита и решаете. Колода неплохо себя показывает, тоже можете брать ее для поднятия в рейтинге. Теперь мы переходим к ночному колпаку и его спам-колоде. В этой колоде нет ни добора, ничего, просто ставите растения и бьете в лицо. Куча маленьких сошек, потом превращаете их в клонасы и заканчиваете растением за 4, которое выстреливает за единицу за каждое существо. Колода неплохая, но из-за отсутствия добора я бы ее не рекомендовал. Следующая колода Фрая мне нравится гораздо больше. Тут есть и добор, и клонасы, и, собственно, тоже решающие карты, то есть вот это гораздо интересней. Просто ждете, потом ставите ландшафт, и также либо заканчиваете бесконечным добором, либо просто у вас становится полная рука и хорошо себя чувствуете. Колода хорошая, я всем рекомендую. Теперь мы переходим к Капитану Огоньку. Это его стандартная агроколода. Тут все, чтобы спушить лицо. И также, естественно, мох, чтобы заканчивать мохом. У Капитана Огонька и Капусты это просто самая полезная карта, которую необходимо просто брать постоянно. То есть, особенно, да, вот Фрай показывается скиллами. Капитан Огонька очень отлично мох комбинируется.
Собственно, поэтому колода для поднятия просто топчик. И следующая колода уже с вариантами темпу. Тоже агро, но все же более вариативная, чтобы держать стол, добывать карты с помощью огурца и с помощью других карт иметь уверенный стол. Ну, естественно, мох. Мох нужен всегда. Теперь у нас бета карантина и ее колода контроль. Эта колода, мне кажется, достаточно хорошая. Имеет много тоже скиллов. Да и сама бета имеет свои, то есть заклинания, которые помогают контролить. И в целом этой колодой можно тоже подниматься достаточно хорошо. То есть агроту вы вообще убьете спокойно. Да и любую, то есть контроль колоду зомби тоже она может спушить благодаря банану и питае, чтобы ломать комбо. Теперь колода на бупах для беты. Это очень плохая колода. Я сколько играл, в основном одни поражения, то есть очень сложно побеждать, потому что бета это не явно не агрогерой, в общем колоду не берите. Затем у нас супер мозг с шутником. Хорошая колода, мне нравится, куча заклинаний, достаточно много карт для держания стола. Да и сами скиллы супер мозга отлично комбинируются с его, собственно, ну, с его колодой. Поэтому мне нравится, всем советую, и как бы тоже она сильная, чтобы поднимать рейтинг. Теперь колода пиратов от Фрая. Я играл этой колодой, если честно, мне не очень нравится. Есть самая лучшая вариация этой колоды, тоже пиратская, от другого стримера, Tryhard, может слышали. Я играл этой колодой и вообще без проблем, просто там куча побед, серия. В своей сене в своем сообществе Кордик PvZ Heroes я опубликовал эту колоду и, собственно, там результаты не. Так что, если интересно, можете переходить и посмотреть. Все ссылки будут в описании. Я конкретно про эту колоду... Да, она неплохая тоже, может убивать, но в целом мне не нравится. Теперь колода контроль на бесячество. Казалось бы, что может быть еще нелепей. Еще и акула, которую все считают плохой легой, но эта колода достаточно сильная, скажу я вам. Мне она нравится, то есть все карты тут на своем месте. Она очень хорошо показывает себя. Я лично побеждал и не раз. То есть и против игроты нормально, и против контроль колоды она может решать. То есть это бесячество очень сильное. Контроль колоды. Поэтому Фраю респект за такую колоду. Всем рекомендую, да, можно подниматься тоже достаточно легко. Ну, если, конечно, не считать нюансов, то что надо использовать почку пиратскую грамотно с ядом. То есть чуть-чуть приноровиться и все, унижать. Теперь мы переходим к Сальсе, его сплэш колоде. То есть из названия видно, что это колода, которая работает на сплэш. То есть вы ставите миньонов, дамажите своих миньонов, и они наносят, делают импакт. Поэтому это непростая колода. Тут нужно знать, что и как делается, что и сколько урона наносит. Поэтому новичкам точно не советую, только тем, кто разобрался, там, поиграл. Да и агрота, на самом деле, тоже нужно уметь правильно контрить эту колоду. Поэтому, да, колода неплохая, но новичкам пока не советую ее брать. Следующая спам-колода на Сальсу. Как видите, эта карта состоит в основном из одних единичек и секретного агента. Секретный агент это карта, которая возвращает в руку вам ваше существо и бафает его. Это хорошая колода с хорошими картами. Также тут есть заклинание, чтобы оканчивать игру за 6 маны, которое дает безумство и бафает существо. Ну и стол, собственно, будет стоять уверенно благодаря бафу, благодаря ныряльщице, или как ее зовут, за 2 маны, вот, которая копирует статистики. Поэтому всем советую. Когда я играл, она себя хорошо показала. Теперь колода на профессора и стандартная колода шутником и валькирией. Тактика предельно проста. Ждете, бафаете валькирию, делаете заклинание, чтобы трикстера снизить стоимость, и заканчиваете. Ничего сложного, просто в исполнении и надежно, как всегда. Но новичкам все же немного нужно будет потренироваться. Из-за драфа, из-за расстановки карт и, собственно, всего прочего. И вторая агроколода, как я называю, усатая мафия, состоит из карт с усами, которые бафаются и дают вам мозги за усы. Ну и, собственно, решают. Как видите, много карт хороших. И колода хорошо себя показывает. Агроту убьет,
контроль колоды убьет, и законтрить ее очень сложно, потому что куча мозгов может быть благодаря вот, которую фрай карту показывает, собственно, за единичку. И советую. Легка в исполнении, ничего сложного нет. Теперь время Дземеха и его колода спама. Я играл этой колодой не один раз, я очень много играл этой колодой, потому что мне нравится герой Дземех, но порекомендовать эту колоду я не могу, потому что она очень сильно зависит от захода вируса. Если вам не придет вирус, то с большой вероятностью вы проиграли. Вирус это основная карта в этой деке. Ни училки, ни йети, ничего не важно, так как вирус. Поэтому, если он вам не пришел, вы проиграли. Играть на свой страх и риск. И теперь мы переходим к разгрому. И тоже у него колода спама. Но эта колода чувствует себя гораздо увереннее и без вируса. За счет других спалов. За счет... как его зовут? Вот, Крылл Фрай, Джасик, Фосхед, доисторические зомби. У него есть иммунитет к магии, это очень полезная штука. Поэтому он может жить и без вируса и убивать точно так же, собственно, благодаря ландшафту, либо же другим картам. Эта колода хорошая, я ее рекомендую. Дальше колода ржавого разряда. Меме Трикстер. То есть Мим и Трикстер. Мне эта колода, сразу скажу, не понравилась, потому что она очень слабая. Не советовал как бы с ей играть. Он как бы рассказывает про комбо тут какое-то, но оно очень слабо работает, вас просто спушит, скорее всего, с большей вероятностью. Теперь мы переходим к Замазоргу. Его колода Пираты. Эта колода не самая плохая, но и не самая лучшая. У нее есть сильные карты, есть слабые. Я бы не сказал, что ей легко играть, потому что тут есть надгробие. Нужно думать, как правильно расставить. Также единичек всего получается 8. То бишь, это не спам. По сути, обычная пират-колода. Немного подумать и потом решать вот это заклинанием за 6, которое Фрай показывал, и все. Колода неплохая, поэтому можете подниматься. Вот мы переходим к Бестии и ее колода с бабушкой. Это как бы, казалось бы, мемная колода, но она хорошо играет, хорошо себя показывает и может брать хоть легенду. У Бестии есть хорошее заклинание, оно там нарисовано, самое ее основное, призывание летучей мыши, и, собственно, вот в чем суть. То есть вы ставите бабушку, используете этот спелл, и она бафается 2 раза. Потому что призывание летучей мыши и само заклинание это оба питомца. То бишь баф на целых 6 урона, это очень много. Также тут есть трусишка, который вначале не дает использовать заклинание сопернику. И прочие ландшафты, заклинания для летала и для укрепления колоды. В общем, колода простая и эффективная, рекомендую. Следующая колода с пиратами и бафами. То бишь есть баф надгробия, есть вирус и есть пират за 5, который всех улучшает на 1-1. Используя пирата и другого легендарку, которая тоже превращает всех надгробия за 5 маны, вы можете бафать столько раз, что соперник просто консиднет. У меня так бывало и не раз. Еще если вы сможете продержать спелл, который за 1 ману превращает в надгробие, то это прям 100% победам. Ну и последний в списке, но не по значению. Герой Великанус. И его колода с шутником получается. Да, то же самое, используйте спеллы, имеете надгробие и живете за счет надгробия, получается. Также у вас есть всегда Доктор Космос, который стоит, 2 маны, который всегда вам даст карты на халяву. Используя его, Доктора Космоса, и вот этот спелл за 4, вы можете удешевлять просто все. Нереально много, нереально дешево. Колода неплохая, я рекомендую ее. Ну и вот моя одна из любимых колод в этой игре. За счет рандома, за счет интересного сапиенса. На колоду Великануса на трансформацию. Как видите, тут куча карт для того, чтобы трансформировать. Тут есть Доктор Космос. Куда же, без Доктора Космоса. И ландшафты. Очень полезные. Это очень рандомная, как вы можете, как вы догадались, колода.
но на родном себя очень часто окупает за счет того, что им выпадают хорошие карты, большие, сильные и эффективные. Я вот недавно играл, мне выпало 2 ученых за единичку, я их поставил и соперник сразу консиднул. Потому что мне выпал ученый за 3 маны, и он потом бафнул того, и в общем была бомба. Очень интересная колода, всем советую ей поиграть. А на этом видео подошло к концу. Все колоды Фрая мы посмотрели. Если вам было интересно, то подписывайтесь на канал, пишите. И если хотите, чтобы я разбирал колоды популярных других стримеров, типа Трайхарда, Игмы и прочих, то обязательно ставьте комментарии. Я именно говорю про англоязычных стримеров, потому что в основном комьюнити большая англоязычная. Россия, ну, гораздо меньше, и популярных ютуберов по сути нету, которые снимают видео по Plants vs Zombie Heroes. Поэтому я перевожу для вас, чтобы вы могли ознакомиться, знали о таких людях. Ссылку на оригинальное видео, естественно, оставлю в описании. Можете перейти, посмотреть оригинал Фрая, где он разбирает подробно каждую карту, говорит там более четко. Можете посмотреть субтитрами, если у вас хороший английский, то вы и так все поймете. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, на канал Диамонда Чоппера. И пока.